Всем привет! На связи PandaWay. Ребят, мы приехали в компанию GAC для того, чтобы посмотреть, какие автомобили здесь присутствуют. После нашей покупки бэушного автомобиля GAC iEV6 нам стало интересно, что же еще есть у этой компании. Как оказалось, есть более увеличенная версия iEV6, это iEV7S, уже полноразмерный SUV. Но, что интересно, компания GAC и компания Volkswagen создали совместное предприятие под названием Sihao, международное название SOL. И под этим брендом и под этим логотипом они выпустили похожую модель, это SOL E20X. Производитель не стал ничего выдумывать, размеры остались абсолютно те же самые, что и у iEV7S. Изменился лишь внешний вид. Длина автомобиля 4,1 метр, ширина 1,75 м, высота 1,57 м, колесная база 2,49. Вес автомобиля 1480 килограмм. Литые 16-дюймовые диски в базе и 17-дюймовые в максималке. Сзади торсионная подвеска, спереди Макферсон. Точная информация по клиренсу отсутствует. В интернет-источниках пишут 13 сантиметров. Менеджер говорит 20 сантиметров. Ну, мы посмотрели сами, 13 сантиметров здесь, конечно, нету. 20, возможно, тоже нет. Опытным путем мы высчитали минимальное расстояние, и оно получилось, сколько, Антох? 17 сантиметров. В движение автомобиль приводит передний электромотор мощностью 92 киловатта. Крутящий момент 270 ньютон-метров. К сожалению, производитель не смог скомпоновать все таким образом, чтобы осталось место для небольшого багажничка, как это сделано у Теслы и у некоторых других автомобилей, как, например, у Chery EQ5. Кстати, если здесь вылезла ссылочка, значит, на нашем канале уже есть обзор на Chery EQ5. Батарея, в отличие от iEV7S, в этой модели стоит одинаковая, как в базе, так и в максималке. 49,5 кВт-час. Ее хватает на расстояние 402 километра. И тут интересный момент, ребят. В Китае есть независимая организация, которая тестирует реальный запас хода у электромобилей. Так вот, даже Tesla не прошла их тест. А этот автомобиль E20X прошел его и даже превысил на 1 километр. Он проехал 403 километра на одном заряде. Базовая комплектация от максимальной отличается лишь тем, что в максималке присутствует бесключевой доступ к автомобилю, бесключевой запуск двигателя и контроль слепых зон. Это было хорошее, а теперь немножечко о плохом. Салон мне лично не понравился. Очень жесткий пластик. Все, ну, я бы сказал, дешево сделано. В конце я озвучу вам цену. Мы поговорим о цене. Пускай это будет тайной пока. Жесткий пластик, жестко грубая отделка. Здесь все, тут даже не кожзам, это я не знаю, это какой-то, ну, кожзам, похожий на пластик все. Такое оббитые ручки, двери, все. Даже руль, он обит кожзамом, но по ощущениям это как будто пластик. Далее, ребят, боль
страшная боль – это камера 360 градусов. Они хвастаются тем, что у них есть камера 360 градусов. Посмотрите на эту картинку. Разве это картинка 2020 года? Я бы сказал, что это картинка 2010 года, наверное. Боль. В отличие от AEV7, здесь изменили немножечко внешний вид, изменили немного форму дефлекторов, сделали такую интересную подсветочку, которая может меняться. В меню вы выбираете для себя под свое настроение зло, угнетение, радость, веселье. В остальном практически все осталось то же самое. Единственное, вот еще, кстати, сиденье. Сиденья очень приятно сделаны. Кожзам с велюровыми вставочками. Красиво, интересно. Селектор переключения стандартный. Не колесико, как сейчас модно это делать. Это мне нравится. Volkswagen делает большой акцент, что в данную модель они добавили своего голосового помощника. Здесь в данный момент стоит китайская версия, китайская прошивка, и он работает только на китайском языке. На европейском рынке это будет английская версия и английский голосовой помощник. На руле есть управление голосовым помощником, есть управление мультимедией, прием и отклонение вызова, есть управление меню. Вы можете настроить приборную панель под ваши предпочтения. Это интересно. Разные виды приборной панели водителя. Все это быстро, легко меняется. На главном дисплее у нас есть сенсорные кнопочки, прием вызова, карта. Здесь сенсорная кнопка «Выход в меню» и отображение состояния двигателя. То есть запас хода на 55 км в данный момент, 54 уже. Пока с вами разговаривали, уменьшился. К сожалению, меню здесь на китайском языке. Производитель говорит, что они могут поставить сюда английский язык. Это не сложно. Кондиционер и печка. Управление стандартное. Снизу разъем USB и прикуриватель. Все. Далее у нас селектор переключения передач. РНД. Далее здесь у нас включение-выключение партроников. Камера 360. Переключение режимов. Включение-выключение контроля слепых зон. Парковка и автохолд. Есть вот такой подстаканник с выдвижными упорами и небольшая полочка. Зеркала с подсветкой. Все как положено. Так, это у нас фальш-кнопка для предусмотрения топовой комплектации с люком. Это новая машина без страховки, а смелость не выходить на улицу. Тушила на это, пробуксовочка ушла. Тебя Леон так не может. Он у тебя аккуратный, джентльмен. Даже не знаю, хорошо или плохо, но вот руль уже получается третье поколение, один и тот же. Форму руля. Это вот все обхват, все одно и то же. Уже третье поколение. Повернись сюда. Мне нравится посадка, конечно, по сравнению с предыдущей моделью. Выше, комфортнее. Шумоизоляция, как я сказал, похоже, по мне так стало. Я слышу электромотор. Хорошо его слышу. А в той предыдущей модели не было слышно. По плавности хода мне нравится. В принципе, руль информативный, хороший. Наливной. По туннелю с электроусилителем хороший. Но в целом я себя ощущаю как в полноценной машине. Не такой уж маленькой. То есть она интересно сделана, эргономика у нее хорошая. Мне не хватает за эту стоимость удержания в полосе как минимум. Как бы, блин, не знаю, круиз-контроль, ограничение скорости. В той же Chery все есть. Chery Tiggo E. Там удержания полосы нету. Ну окей, а есть ограничение. Круиз-контроль есть ограничение по скорости. Почему здесь этого нету? Сейчас давай я спрыгну с бордюра. Попробую.
не жесткая машина. Не жесткая. Это что такое, блин? Я такой плохой картинки нигде не видел. Слушай, даже у меня картинка лучше. Да. Мне кажется, можно было сделать покачественнее. И опять же 360 я включил. И где здесь 360? Вот это они называют 360. Ни вправо, ни влево не посмотреть. Ну что, Антон, как твое мнение? Неоднозначная, неоднозначная. Я так скажу, когда мы ее первый раз с тобой видели на картинках, я был, в восторге, реально в восторге. Мне понравился дизайн. Дизайн мне, в принципе, сейчас нравится. Но исполнение материалов в качестве оставляет желать лучшего. Да простят меня любители европейских брендов. Мне здесь кажется, все как раз сделано по европейскому стандарту. Вот, экономненько так. Жесткий пластик. Это вот вообще непонятно, зачем надо. Но мне очень нравится эргономика. Мне нравятся мелочи, которые здесь продуманы. Опять же, я повторюсь, дизайн мне зашел. Мне нравится вот дизайн ручек. Мне в целом нравится охват руля. Опять же, селектор переключения передач хороший. Даже кармашки передних сидений, он и то продумано, там есть место поширше, не нужно оттягивать кармашек. Еще мое мнение. Самое главное, да, это боль цена. Опять же, Леша озвучит вам ее цену в конце. Ее цену. Хотелось бы, чтобы она была чуть подешевле. Потому что все же это компактный автомобиль, не такой уж и просторный. Да, есть приятные вещи, но есть опять же недостатки. К примеру, седаны этого же бренда имеют, в принципе, опцию автопилота. Эта машина нет. При ее стоимости эта опция хотя бы должна быть в максимальной комплектации, но она отсутствует. Ну и повторюсь, да, вот боль, мониторчик. В целом мне больше, наверное, нравится, чем не нравится, если бы мы убрали бы вопрос цены. А так, как я люблю говорить, взял бы, не взял бы, я бы не взял. Я бы не взял. Возможно, есть надежда небольшая, что, допустим, на вторичном рынке цена будет падать сильнее, быстрее, чем у других конкурентных автомобилей. И тогда на БУ можно было бы посмотреть. Но 400 километров на одном заряде, честных 400, это хорошо. А подочечника также нету, как и в твоей машине. Боль. Как нет? Боль. Нету. Да что они делают? Что творят эти китайцы? Ребят, ну интересная задумка дизайнера. Что это такое? Вот это вот. Для чего? Интересно. Ну ладно. Так, теперь смотрите, теперь давайте я сейчас сяду на задний ряд и посмотрим по расстоянию. Ну, руль, кстати, регулировка руля у нас есть только по высоте, по вылету нету. Мои длинные ноги здесь, в принципе, неплохо помещаются. То есть, если даже еще немножечко откинуться вот так вот, вот, да, положение, оно как бы упирается, но я не чувствую дискомфорта, как я чувствовал в BYD. Так. Ну что ж, давайте теперь перейдем на задний ряд. Добро пожаловать. Welcome. А вот здесь тесновато. Ну, как бы, блин. Как бы, конечно, я поместился, но ноги упираются все равно. Вот. Зазора вообще никакого нету. Ну, естественно, там я сдвинул. Тебе даже очень некомфортно. Мне некомфортно, да. Ты даже не сможешь спину распрямить, у тебя голова упирается. Кстати, да. Вот. Да. У меня рост 1,85 м. А что будет, если человек 1,90 м сядет? А если 2? Если вдруг на вас напали, здесь есть амбразура. Вот она. Можно высунуть пулемет, автомат и отстреливаться.
Дальше, ребят, смотрите. Подлокотник. Подлокотник неплохо выполнен. Жестко. Ничего не болтается, ничего не скрипит. Нету дверных упоров. Это минус. Я бы сюда не поставил кружку кофе из Макдональдса, который ты сегодня купил. Здесь дефлектор, который не регулируется, направление не регулируется. Написано Air Cleaner. То есть там, скорее всего, какой-то очиститель воздуха встроенный внутри. Снизу у нас USB 5 вольт, 2,4 ампера. Ну и напоследок багажник. Кнопочка спрятана под логотипом Сихау или Сихау, правильно. Кстати, второй раз. О, кстати, смотрите, вот уже машина новая в салоне стоит, а уже есть косячок. Не дожал? Нужно нажать, да? Или сразу же нужно действовать? Вот, сразу, наверное, ну-ка. Короче, нужно не тупить просто. Багажник небольшой. В комплекте идет сразу зарядный кабель. Китайский разъем. Ну и интересно, ниша. Посмотрите. Здесь ниша под полноразмерную запаску. Что хорошо. Ну что, а теперь самое интересное. Цена. Цена. Данный автомобиль в базовой комплектации стоит 128 тысяч юаней. Ребята, 128 тысяч юаней. В максималке 138 тысяч юаней. Для Китая я бы сказал, что это очень высокая цена. Для сравнения, автомобиль iEV7S от компании GAC, конкретно от них, стоит 108 500 юаней. Автомобиль практически идентичный. То есть база одна и та же, но качество материалов, некоторых материалов, даже лучше, чем в этой модели. Что нам еще раз говорит о том, что китайцы делают для своего рынка вещи намного лучше, чем для европейского. Ребят, а на закусочку, хотел бы вам показать, что еще есть в этой компании. Например, вот такой вот SUV полноразмерный, но это бензиновая версия. Посмотрите, какие доступные бензиновые автомобили в Китае. Чтобы вам было понятно, это 62 800 юаней, 89 800 юаней. Максималка меньше миллиона. Посмотрите, какой салон. Это бензиновый автомобиль, есть точно такой же электромобиль. Называется iEV S4. Но, ребят, это не топ. Это не топ. Есть еще вот такая вот версия. Посмотрите на эту акулу. Акула. Ага, я хочу за руль сесть. Вот, это другое дело. Вот это вот уже совсем кайф. На такой акуле я покатался бы. Но опять же, это бензиновая версия, поэтому про нее мы вам и не рассказываем. Но есть эта же моделька в электро версии. Находится она в другом немножечко салоне. Нам нужно до него доехать. Если вам интересно, пишите в комментариях. Огонь, да? Но и это не топ, ребята. И это не топ. А вот он, мой топ. Это, опять же, бензиновая версия, поэтому мы не рассказываем про нее. Но она в скором будущем будет электро. И вот здесь, вот это кайф. Вот это просто кайф. Слушайте, качество, отделка салона просто... Посмотрите, какой туннель. Электродоводчики, все дела. Бензиновая версия стоит 107 800 юаней. Это бензин. Электро будет, ну, 1000 на 30, наверное, юаней подороже, да? Вот это будет уже интересно. Посмотрите, люк. Огромнейший люк. Просто это, блин, это как Ли-Ван. Да, даже компоновка сидений, в принципе, схожа. Как только выйдет модель на батарейке, обязательно приедем, снимем и расскажем про нее. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал,
вот здесь кнопочка, она красная. Если она у вас красная, сделайте ее серой. Ну что, а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.